Всем привет! Не представляете, как давно я хотела поснимать новогодний Санкт-Петербург. Я когда еду в такси, вот эти эффекты, которые создает мокрое стекло, ну потому что у нас всегда либо дождь, либо снег, либо что-то мокрое. Вот эти эффекты, которые они создают, просто невероятно красиво. Я всегда снимаю, у меня куча таких видео, какая-то невероятная красота. И мне кажется, так вот любоваться городом прямо очень приятно. Поэтому хотела сделать вот такой зимний новогодний вариант. Ну и заодно посмотреть вот главную елку у нас в городе. Она просто огромная, конечно. Так что давайте немного прогуляемся по городу, посмотрим новогодний Санкт-Петербург, и дальше вернемся домой и посмотрим некоторые книжечки. Снежок прям очень приятно. Офигеть, посмотрите, какая красота! Блин, как клево! Смотрите, как красиво выглядит в арке главного штаба. Блин, офигеть. Эрмитаж на фоне. Блин, офигеть. Она очень яркая, красивая. Офигеть. Посмотрите, какие красивые. Как они, флажки? Флажки, офигеть. Блин, как клево. Она просто огромная. Смотрите, снежок. Очень холодно и уютненько одновременно. Посмотрите, как красиво с Эрмитажем. Офигеть. Очень атмосферно. Посмотрите, как красиво. Тут можно прямо вблизи подойти. Блин, как мило. Офигеть. Можно прямо на заставку телефончик оставить. Очень клево. Воспользуюсь возможностью поснимать свою открыточку на таком красивом фоне. Вот это новая открыточка, которую я буквально только нарисовала. И представляете, весь тираж продался просто за буквально 1 месяц. Я очень рада. Спасибо большое всем, кто покупал. Так что с этой открыточкой увидимся уже в следующем году. А сейчас я готовлю новые открытки на 14 и 23 февраля. Так что заходите в магазинчик. И всех с Новым годом! Жалко, рукой помахать не могу. И посмотрите, какое сердечко. Офигеть. Я, честно говоря, не видела ничего такого подобного. Очень прикольно. Очень мило. Рядом с домом книги. Смотрите, какая милота. Мне кажется, они его на всю зиму до 14 февраля ставят. Топ. Еще цвет меняет, офигеть. Конечно, я обожаю ходить по книжным, выбирать и искать книжечки, но вот эти тиражи были первые, и они с мерчем, с открыточками, которые вот очень хочется посмотреть. Я так боялась пропустить, и на Озоне ВБ были такие большие скидки, что мне пришлось, извините. Конечно, в книжном приятнее покупать. Давайте сегодня посмотрим книжки и мерч вот этих новых книжек. Очень хотела заполучить себе этот мерч, посмотреть, что за открыточки. Видите, тут вот бонус внутри. Эту книжку я читала на английском, вот она здесь лежит даже. Потом тоже ее сравним. Это одна из самых клевых книг вот того года, когда она вышла, по-моему, позапрошлый или прошлый. В общем, мне она безумно понравилась. Это темный роман, но он очень забавный. И скорее его даже можно описать как черную комедию. Он очень забавный и в какой-то степени милый даже. И, наверное, если вы читали Паланика и Кинга, вряд ли вы что-то новое тут прочитаете. Ну и, в принципе, знакомы с любовными романами. Вот эту книжку, если вы хотите ознакомиться с темными романами, я всем советую, потому что она такая относительно легкая, очень забавная и прямо вот интересная. Тут и сюжет очень клевый, и криминал, и любовь, в общем, все вместе. Очень прикольная. Я очень ждала, когда эта книга выйдет на русском. У меня даже есть старое видео на эту тему. Я очень порадовалась, что она вышла вот с каким-то мерчом, с открыточками. И на самом деле прикольно, посмотрите, она вот с фольгой синей, очень клево. На оригинальной книге фольги нет. И посмотрите, оригинальная книга на английском немного меньше. Я, кстати, стараюсь вот в мягкой обложке книги не покупать. Если меня заинтересовала книга, и она есть только в мягкой обложке, я тогда в электронном виде ее скорее куплю. Потому что хочется какие-то, знаете, издания красивые в твердых обложках. Какие-нибудь специздания, может быть. Но здесь вот, посмотрите, это вот такая вот условно мягкая обложка. Она вот как бы твердая, на самом деле. Очень прикольно, мне очень понравилось. Ну давайте смотреть, что там внутри. Интересно, тут такое, по сути, наверное, это можно назвать триггерами, ну, как предупреждение.
Довольно забавно, это прям рекламка. Интересно. Тут такое довольно четкое описание, конечно, какой-то триггеров и реальности, но я к таким книгам отношусь как к фэнтези на самом деле. То есть полностью придуманный мир. Он хоть и в реальности, но эти истории настолько нереалистичны, что к ним относиться как к каким-то реальным историям, мне кажется, нельзя, конечно. Так что, в общем, читайте триггеры. И вот здесь похожая открыточка. Давайте смотреть арт для взрослых. Да, интересно. Ну вот, как ни странно, я никогда не ассоциирую вот эти вот арты с персонажами. Почему-то мне всегда как-то по-другому представляется. Вот такой сцены там точно нет. Главная героиня явно так не одевается и не выглядит. В общем, ну вот маска похожа, да, как с обложки прям. Довольно забавно. Ну, интересно посмотреть. Интересно, насколько это официальный арт, потому что вот я видела, что писательницы заказывают сами, как бы как они видят персонажей. И также есть всякие вариации вот для разных стран. А мне кажется, писательницы не участвуют в создании арта. Но вот такой сцены там точно нет. А вот, кстати, описание книги. И вообще в этой книге главная героиня очень классная. Это одна из самых клевых главных героинь, на самом деле, что я читала в книгах. Она вот медсестра и просто офигенная. Очень забавная, ироничная, сильная, независимая. В общем, очень клевая. Давайте глянем саму книгу. Посмотрите, тут вот сразу на развороте реклама второй книги этой писательницы. Немного обидно. Я начала читать ее на английском, и она мне прям не понравилась. Я вот даже не знаю, что делать. Я прочитала буквально, наверное, 20%. Мне она так не понравилась. Я пыталась несколько раз ее начинать уже, и вот как-то все вот не складывается. Мне, честно говоря, так обидно. А пока, в общем, она у меня лежит не в прочитанных. Может быть, когда-нибудь к ней вернусь, ну вот, не знаю. Сама книга тут просто текст. Я хочу ознакомиться с русским вариантом, кстати. Мне вот интересно сравнить, как перевели. Есть ли разница в каких-то сценах? В общем, интересно. Посмотрите на обороте, тут тоже красиво так оформлено. Кстати, вот эта стилистика мне очень напоминает вот «Любовь, смерть и роботы». Не знаю, какой-то прям есть вайб. Очень прикольно. В английском варианте это просто тут тоже текст. Она такая совсем простая, тут даже нет иллюстраций на главах. Кстати, еще если вы любите аудиокниги и вот любите их на английском, то аудиокнига по этой книге одна из самых клевых, что я тоже слушала. Она очень прикольная. В общем, я на самом деле назвала бы это специзданием. Тут такая фольга, в общем, очень прикольно. И название, кстати, довольно клево перевели. Оно на самом деле не имеет отношения к английскому варианту, но довольно прикольно. И, конечно, помните, что это все 18+. Ну, тут везде на обложке, везде указано, конечно. В общем, очень прикольно. И текст тут тоже, посмотрите, серебряный. Давайте смотреть дальше. Эту книгу я не читала, но это полное фэнтези точно. Тут и вампиры, и все дела. Кстати, посмотрите, как тут сделана кровь, прикольно. Эта книга, на самом деле, меня привлекла вот на английском. Она у меня очень давно уже лежит вот в списках для чтения. И меня она привлекла своей очень клевой обложкой. То есть вот это не оригинальная обложка, ну или это какие-то другие издания, не первые. В общем, вот эта обложка с змеей мне просто безумно понравилась. Она очень эффектно выглядит и очень отличается от других, конечно. И вот когда она вышла у нас, я посмотрела вот название и подумала, она, не она. В общем, мне пришлось проверять, та ли эта книга. Не самая моя любимая обложка, но мне, честно говоря, захотелось вот тоже посмотреть мерч. Ну и захотелось ее прочитать тоже. Так, это также все 18+, так что тут, скорее всего, есть какие-то очень откровенные сцены. Отзыв на эту книгу в этом видео не будет, потому что я хотела побыстрее его сделать, пока вот новогодние праздники еще есть. Отзыв на эту книгу будет позже в шортсах, так что заходите. Вообще периодически заходите тоже в шортсы, потому что там, помимо вот трейлеров к уже существующим видео, где там, да, видеоряд может повторяться, там еще есть и новые шортсы тоже. Я вот недавно заходила в Fix Price, там очень клевую книжечку тоже нашла. Она вот существует только в шортсах. Это книга в твердой обложке, так что давайте смотреть мерч. Так, тут... Ого, тут даже 2 открыточки. Так, давайте посмотрим первую. Тут вот такая, я так понимаю, вот это главная героиня-отравительница. Кстати, вот тут такое софт-тач прямо покрытие, очень приятное. Посмотрите, она тут такая вот супер фэнтезийная, вот и замок на фоне, все дела. Насколько я понимаю, она работает, ну, не в аптеке, наверное, тогда еще не существовало такого слова, но вот это описание ботаника и отравительница. Такая очень детальная, она, кстати, очень хорошо напечатана. В общем, мне очень нравятся такие штуки в книгах, знаете, и их использовать как закладки, в общем, очень клево. Давайте посмотрим, там еще одна есть открыточка. Это вот уже главные герои. Интересно, вот это, кстати, он на обложке или нет, немного различается. Вот видите, вот арт на самом деле это такой, такие вариации на тему. Все, ну да, девушка тут тоже другая. Видите, вот тут все может быть по-разному. В общем, это какие-то образы. Совсем не обязательно также представлять персонажей. В общем, довольно забавно.
Так, и я, кстати, мне кажется, видела спойлер как-то в видео, какой там оборот. Давайте по-быстрому посмотрим. Тут вот такой очень откровенный оборот. Офигеть. Блин, я даже не знаю, можно ли его показать, но, скорее всего, нет, конечно. Блин. Да. Это точно арт для взрослых. Довольно забавная, кстати, идея, мне нравится. Вот открытка в одежде и без одежды. Довольно прикольно. Вот также на фоне видно вот, ну и по одежде, сеттинг викторианского Лондона. В общем, очень интересно, я надеюсь. Тут, кстати, такие нехилые триггеры, и вот примечание автора тоже обязательно знакомьтесь, прежде чем читать. Кстати, пролог тоже мне тут очень понравился. Само оформление тут такое не слишком сложное, вот тут форзацы такие немного иллюстративные. Тут вот выборочный лак сделан, такая змея объемная. Такая частичная фольга немного блестит. Но вот как кровь тут сделана, довольно прикольно прям. В общем, как сейчас говорят, это такие кринжовые, но довольно забавные и веселые книжки. Серьезно к ним не относитесь, конечно. Они никакого отношения не имеют к реальности, но довольно интересно почитать. В общем, мне очень понравился мерч. Мне кажется, очень клевое дополнение к книге. Я оставлю их как закладочки. Ну и, конечно, если вам хочется что-то более милого, заходите в мой магазинчик с милыми открытками. Кстати, буквально на днях я сделала предзаказ на новое специздание книги. Там тоже вот будет разный мерч. Его еще даже не анонсировали, но я думаю, будет что-то клевое. И книгу оформили у нас очень прикольно. В общем, эта книга «Квиксильвер» или «Ртуть». Про нее прямо все говорили весь прошлый год. Просто я не знаю, сколько видео я видела. Прямо какие-то безумно клевые отзывы, так что я хочу ее заценить. И вот это прям полностью фэнтези в новом мире, так что я ее только на русском буду читать. Вот фэнтези вот такие на английском прям вот сложновато читаются, честно говоря. Так что очень жду ее и поделюсь с вами скриншотиком, вот, если вы заинтересовались тоже. И еще бонусом в этом видео тут будет набор книг. Блин, это такой вот новогодний подарочек мой. Офигеть. Я просто влюбилась в эту коробочку, когда ее увидела. Это коллекция из 6 книг. Коробка просто огромная. Она очень красивая. Посмотрите, как здорово. И давайте ее откроем. Посмотрите, какая красота, офигеть. Для себя я это называю адвент-календарь книг. Посмотрите, это книги маленького формата, то есть они полноразмерные, да, они вот буквально чуть меньше руки. Блин, посмотрите, как здорово. «Белые ночи» вот это у меня есть, кстати, единственное. Посмотрите, они совсем маленькие. Удобно с собой взять, на самом деле. Это как подарок, просто какая-то невероятная штука. Давайте посмотрим все обложки. Вот, «Гроза» Островского. Офигеть. Какая-то невероятная штука. Это вот серия книг «Мифа», Ман, Иванов и Фербер. Я уже, наверное, миллион раз рассказывала про эти обложки. Но вот в таком маленьком формате. Офигеть. Розовая книжка. Блин, как здорово. Вот эту книжку я, кстати, хотела купить давно. Так что, наверное, с ней начну. Смотрите, тут прямо в тему русская готика, офигеть. Обожаю готические романы. Одно время я прям читала только их. Если вам нравятся готические романы и хочется почитать классику, то, наверное, можно начать с Джейн Эйр и потом вот почитать Дафну Дюмарье. Мне вот она безумно нравится. У Дюмарье просто какие-то невероятно атмосферные книги. Офигеть вообще. Наверное, у нее самая моя любимая — это Ребекка, а вторая по любимости — это моя кузина Рэйчел, наверное. Очень интересные, очень атмосферные книги, прямо офигеть. Смотрите, как клево. В общем, набор невероятный. Очень рада получить такой в подарок. Вот отзыв на «Белые ночи» у меня есть тоже на каналчике. Заходите посмотреть. Очень приятная, такая грустно-теплая история. Книжица хоть и маленькая, но тут не только «Белые ночи». Посмотрите, тут есть еще одна повесть. И вот эта цитата прям мне очень нравится. И еще забавно, эта упаковка прямо по размеру открыток. Посмотрите, как здорово. Адвент-календарь моих открыточек. Посмотрите, как интересно она выглядит. Ее на самом деле можно вот так на полку поставить, чтобы все книжечки было видно. Она прям такая большая упаковка, конечно. Не на каждую полочку поместится. И вот посмотрите, обложка самой коробки. Очень красиво. Она прям такая внушительная, конечно. Еле помещается.